Всем привет! Как вы знаете, есть такой знаменитый ресурс DxOMark. Хоть он и англоязычный, но стоит отметить, что там все довольно наглядно и понятно представлено даже для русскоговорящих. Камеры стараются сравнивать в одних и тех же местах и условиях. Много шаблонов для съемки, специальные стенды для съемки при определенном освещении с разным ISO и так далее. Так вот, специалисты DxOMark добрались до такого нашумевшего долгожданного смартфона, как iPhone 13 Pro, и оценили его продвинутую камеру. Также напоминаю, что камера iPhone 13 Pro не отличается от камеры iPhone 13 Pro Max. Из этого следует, что все тесты данных смартфонов идентичны. Скажу сразу, показатели вышли довольно средние, и новинка заняла всего 4-е место в мировом рейтинге смартфонов относительно камер. Есть большие плюсы, а также некоторые минусы. Речь сегодня пойдет о том, на что способна камера смартфона iPhone 13 Pro. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Итак, первоначально, что хочется отметить, смартфон имеет 3 камеры, и все 3 остались 12-мегапиксельными. Опыт показывает, что выше разрешение не равно выше качество. Тут главными в игре являются другие факторы: качество оптики, алгоритмы обработки, комфорт работы, точность цветопередачи и динамический диапазон. Вот наиболее важные моменты, чтобы фоточки вышли качественными. Специалисты DxOMark напротив отмечают, что при использующихся в iPhone 13 Pro датчиках не самого большого размера компании Apple удалось выжать максимальный результат. Вернемся к камере. Как я и говорил ранее, iPhone 13 Pro получил 3 датчика. Основная камера на 12 мегапикселей, диафрагма подросла с f1.6 до f1.5. Размер пикселя увеличился до 1.9, что значительно увеличило светочувствительность датчика. Искать разницу в дневных фото бесполезно. Сверхширокоугольная камера, здесь изменения еще заметнее, ведь диафрагма увеличилась с f2.4 до f1.8. Это означает, что на эту камеру наконец-то можно снимать в условиях недостаточной освещенности. Телефото, здесь диафрагма наоборот стала заметно меньше, f2.8 вместо прошлогодних f2.0. Зато оптическое приближение теперь не 2x, а 3x. Ночью не поснимаешь, зато приближение дальнобойнее. Цифровой зум увеличился с 10x до 15x. В целом камеры, конечно, сильно прокачались. И вот эти мини-мегапиксельные камеры получили 137 итоговых баллов в рейтинге DxOMark. Это, скажем, прямо достаточно неплохой показатель, но не идеальный. Показатель не позволяет новинке Apple занять 1-е место рейтинга. Всего лишь 4-е место. Это тоже достойно. Впереди лишь такие смартфоны, как Huawei Mate 40 Pro Plus, Xiaomi Mi 11 Ultra, а также Huawei P50 Pro. Кто вообще мог подумать лет 5 назад, что смартфоны из Поднебесной смогут обойти такую компанию, как Apple? Вообще просто нереально хороший показатель. Я имею в виду у китайцев. К минусам камер смартфона iPhone 13 Pro DxOMark отнес высокий уровень шума при слабом освещении, ограниченный динамический диапазон в сложных высококонтрастных сценах, артефакты, в том числе блики, ограниченная детализация при съемке с максимальным зумированием, случайные розовые оттенки баланса белого в ряде ситуаций, блики и ореолы, особенно при съемке видео при слабом освещении. Некоторая потеря текстур при съемке видео, особенно на лицах при дневном свете и в помещении. Плюсом камер смартфона iPhone 13 Pro DxOMark относят точная экспозиция, хорошие цвета и баланс белого, хорошие оттенки кожи в большинстве условий освещения, даже в сложных сценах с контровым освещением. Быстрая, точная автофокусировка, хорошая детализация в помещении и на улице, компромисс между
текстурой и шумами в видео, точный баланс белого в помещении и на улице, плавные переходы при смене сцен, хорошее отслеживание автофокуса и плавная перефокусировка. За качество фото iPhone 13 Pro получил 144 балла, а видео оценили в 119 баллов. Причем по последнему показателю новинка Apple и вовсе лучше в рейтинге DxOMark, что является большим плюсом. А так смартфона Apple iPhone 13 Pro — это телефонище, который представляет собой отличное сочетание функциональности и стиля. Он оснащен отличным, даже можно сказать превосходным дисплеем на 6,1 дюймов Super Retina XDR2 с разрешением 1170 на 2532 пикселя. Уникальный дисплей на 120 Гц в сочетании с чипом A15 делает iPhone 13 Pro мощным устройством с высокой производительностью. Благодаря процессору производительность устройства стала значительно больше, в результате чего вы сможете выполнять множество задач одновременно без каких-либо зависаний устройства. По-прежнему адаптера питания в комплекте нет, а максимально доступная мощность беспроводной зарядки всего 15 Вт. Кстати, коробка iPhone поставляется теперь без защитной пленки, а значит рискует приехать в непрезентабельном виде. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Apple делает всегда очень и очень крутые смартфоны. Как вы можете заметить, iPhone 13 Pro получился, скажем прямо, один из лучших гаджетов, которые есть сейчас на рынке. Лично мой опыт, я бы выбрал, конечно же, Samsung S-серию. Но кто-то не любит компанию Samsung, кто-то любит компанию Apple. В основном Apple покупают люди, которые хвастаются своим смартфоном. То есть они купили Apple, вышли на улицу. Не факт, что там самые лучшие камеры, не факт, что там самое топовое железо и так далее. Они просто показали, что у них iPhone 13 Pro Max. И все сразу: у тебя iPhone, да самый последний. Вот наши, по крайней мере, люди, я имею в виду Беларусь, Россия, Украина, покупает данные смартфоны именно из-за понтов. Вот такие дела. Как вы видите, 4 место тоже заслуживает внимания. iPhone 13 Pro действительно получился производительным смартфоном. Действительно, он может предоставить достаточно неплохие, отличные фотографии и, самое главное, видео. Потому что видео iPhone сейчас на данный момент, по крайней мере, если смотреть на рейтинг DxOMark, снимает лучше всех в мире. Также расстраивает, что нет обратно же нашего зарядного блочка. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Например, если бы я покупал iPhone 13, у меня бы не было зарядного блочка, потому что у меня нет ни одного устройства от компании Apple, и я не буду покупать ни одно устройство от компании Apple, потому что там свои заморочки и так далее. Я использую смартфоны от компании Samsung. В основном все смартфоны у меня от компании Samsung, флагманы Note серия и S серия. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.